Отношения с мужем в последнее время изменились. Складывается впечатление, что он больше меня не любит. Ну, как это проявляется? Например, он все позже приходит домой. Иногда закрадываются мысли, а может быть, у него есть кто-то другой, потому что секс стал все реже или вообще почти пропал. Он стал менее разговорчивым, чаще раздражительным. В общем, все идет как будто к разрушению нашего брака. Очень часто я слышу вот такую жалобу от клиентов женщин. И никто еще из них не пришел и не сказал мне, что однажды все было хорошо, но вот однажды мой муж пришел домой и с порога сказал мне: ты знаешь, я больше тебя не люблю. Но вот до этого все было хорошо, понимаете, вот правда хорошо, все было так же, как и было. И вот он однажды заходит и выдает мне такое. Я его спрашиваю: как это больше не люблю? А он говорит: ну вот я сегодня ехал в машине, как обычно, на работу, и понял, что я тебя больше не люблю. Вот ни разу я не слышала такого рассказа от своих клиентов. Ни разу. А слышали ли вы такие истории? И тогда давайте с вами разберем, а почему же, несмотря на то, что люди не понимают в одну секунду, что вдруг любовь пропала, почему же так часто мужья и жены удивляются? Он стал мне изменять. Или я, наверное, ему больше не нужна, он меня больше не любит. Ну вот почему же он такой скотина, не пришел и честно не сказал мне, взял бы просто ушел. Давайте порассуждаем логически. Если люди часто влюбляются не сиюминутно, сначала человек нравится, потом нравится больше, потом еще больше, у любви есть стадии, о них, кстати, есть видео тоже на этом канале. То есть любовь, она, понимаете, динамичная, она постоянно как-то меняется. А кто-то наоборот, влюбился, втрескался по уши сначала, а потом встречается дальше и понимает: нет, что-то мне уже не нравится этот человек. Но понимают люди это не в одну секунду. Так представьте, когда люди в браке долго живут вместе, проходят вот все те же стадии любви, и оказываются на последней стадии, когда люди уже становятся партнерами. Появляется вот это чувство некого родства, когда знаешь друг друга уже. Почему же вы тогда ожидаете, мои замечательные зрители, что вот мужчина, например, муж, поймет, что он больше не любит, придет и так прямо скажет? Для этого, для того, чтобы он это понял, заметил, нужна какая-то вспышка. И часто новая влюбленность является этой вспышкой. Или когда появляются серьезные разногласия в желаниях. Например, мужу предложили лететь работать в другую страну, а жена категорически не хочет уезжать из этой страны. И вот у них начинается противостояние, конфликт интересов. И часто бывает, что прямо в этот момент пары распадаются, но обычно не так быстро. Обычно мужчина уезжает жить в другую страну, работать. Сначала он приезжает к жене часто, и она к нему потом все реже. Они находят в себе какие-то отношения на стороне, или мужчина находит, а женщина нет. И через какое-то только время мужчина понимает, что пора расстаться и уйти куда-то в другое место. Мне интересно, что вы знаете про отношения. Вот знаете ли вы в своем реальном жизненном примере какой-то пример жизни из жизни, где мужчина бы ушел, не имея новую влюбленность? Вот ушел бы условно в никуда. Просто сказал бы жене: разводимся, я теперь буду жить один. Я таких примеров не знаю, но это не значит, что их нет. Я очень хочу, чтобы вы написали, если они есть. Резюме этого видео, итог. Мы не можем, живые люди, понимать в одну секунду, вот так вот быстро, молниеносно принимать такое осознанное решение, понимание: я тебя больше не люблю, если мы говорим с вами о семьях, которые живут долго. Процесс из точки «я тебя люблю» в «не люблю», он обычно очень-очень долгий и медленный. И поэтому мужчинам, например, которые изменяют своим женам, так сложно уйти. И жены, когда узнают, возмущаются: ну почему? Просто пришел бы, сказал: я не люблю, мы бы развелись. Не так это просто. И, соответственно, нужно фокусироваться на том, чтобы любовь не сходила в точку «я тебя больше не люблю». Потому что отношения – это то, что нужно постоянно поддерживать, если вы хотите, чтобы они были крепкими, счастливыми долгие годы. Если вы готовы научиться этому, приглашаю вас на первую ступень моего курса про отношения, совершенно бесплатно. Проходите быструю регистрацию, сразу получаете доступ. Используйте эту возможность, пока она еще доступна. Ссылка внизу в описании под этим видео.